Я приветствую подписчиков и гостей канала «Спицами и крючком». Если вы еще не подписались, то можете это сделать прямо сейчас, и тогда вы не пропустите мои новые мастер-классы. Идея этого мастер-класса появилась после того, как я, пробежавшись по магазинам, не нашла сумочку, которая бы мне понравилась. И я подумала, что могу связать как раз ту сумочку, которую я себе представляла, также того размера, который мне необходим. Конечно, размер и цвет вашей сумочки может отличаться от моего и наверняка будет соответствовать вашим вкусам. Однако я надеюсь, что мой мастер-класс поможет вам. Вяжите вместе со мной. Для вязания сумки я употребляла вот такую вот нитку. В принципе, это полиэстер, но внутри нитки проходит вот такой вот плотный как бы шнур. Он делает эту нитку очень плотной, очень такой упругой. Вот я взяла два разных цвета. Один более золотой, другой серебряный. И здесь написано, что эта нитка, она для спиц, скажем, и крючка 6 размера. Но я буду использовать крючок 4 размера, поскольку мне нужно очень плотное вязание. Затем мне понадобится для сумочки вот такая цепочка. И два колечка, вот таких колечка. Все, это все, что мне необходимо. Начинаем вязать. Для начала я вяжу серебряной ниткой 23 воздушных петли. Вот я уже 20 связала. 21, 22, 23. Число должно быть кратным 4 плюс 3 петли. Вот таким образом. То есть у меня получается 20 плюс 3, 23. Теперь делаю петлю для подъема и начинаю вязать просто столбиками без накида. У нас все ряды будут приблизительно одинаково вязаться. Вязание должно быть плотным, так как это сумка. Если мы, скажем, не хотим туда внутрь вставлять какой-то материал, для того, чтобы сумка приняла форму, хотя это тоже можно сделать потом, то мы будем вязать просто очень плотно. И постараемся, чтобы потом это у нас выглядело. Вот таким образом я вяжу все ряды. Вязка получается плотная. Я довязала до конца ряда. Делаю воздушную петлю. Разворачиваюсь и начинаю вязать второй ряд. С таким образом, в принципе, я вяжу все ряды. Просто столбиками без накида. Я провязала 12 рядов. У меня получается довольно плотная вязка. Вот и продолжаю вязать дальше. Опять делаю воздушную петлю для подъема и столбики без накида.
Желательно, чтобы это было плотно, достаточно плотно связано, чтобы у нас не было просветов. Поэтому мы выбрали крючок меньшего размера, чем предполагается для этой пряжи. Вот таким образом мы вяжем. Я довязываю 18-й ряд нашего квадратика, прямоугольничка, можно сказать. Вот. Я думаю, что 18 рядов нам хватит. Получилась хорошая форма у сумочки. Думаю, что дальше вязать не надо. Можно, конечно, более квадратную. Вы можете вязать сумочку большего размера, пропорционально. То есть большее количество петель и большее количество рядов. Только количество петель должно быть кратным, как я уже сказала в начале, 4 плюс 3. Вот. Я связала наш квадратик. Теперь я делаю обвязку этого квадратика. И делаю я его уже другой ниткой, другого цвета, золотистой. Я прямо начинаю с той же самой петельки. Делаю одну петлю для подъема. Немножко затягиваю. И затем начинаю вязать в каждый ряд по столбику без накида. Вот я хвостик просто убрала, так чтобы он не торчал. И вяжу просто под каждый ряд. Видно, что здесь, скажем, начинается или заканчивается ряд. Я туда ввожу, чтобы у нас ряд был ровненький и приобрел другой цвет, потому что мы потом его будем соединять с полосочкой другого цвета. И нам необходимо для этого. Вот у нас получается такой край. Немножко начал хвостик хулиганить, но ничего. Мы его потом обрежем. Вяжу все по краю, обвязываю наш квадратик по кругу. Я подошла к уголку, провязываю здесь еще одну петельку и, наверное, еще одну, да. Вот теперь у меня это уголок. И на уголке я делаю просто одну воздушную петельку, чтобы у нас произошло закругление. И ввожу туда же. Вот все, у нас сейчас закруглилось. Я продолжаю вязать по другой стороне уже. Провязываю полностью эту сторону, делаю закругление на другой стороне точно так же, как я делала перед этим. Вот таким образом. Теперь я провязала эту сторону.
Довязываю ее до конца. Затем делаю воздушную петельку на углу и вхожу тогда в первый ряд. То есть я разворачиваюсь таким образом. Продолжаю вязать по другой стороне, уже по третьей стороне. Вот таким образом мы вяжем. Вот у нас мы подошли еще к одному уголку. Я точно так же делаю воздушную петельку и начинаю вязать по краю, уже по четвертому краю. Как бы воздушная петелька, она дает нам возможность такого закругления ровненького. Я довязываю последний, четвертый уголок. Вот таким образом. И последняя петелька. Я делаю на уголке воздушную петельку и соединяю с первой петлей нашего вязания, как бы немножко кетлевочной петелькой. Все. На этом я закончила.